Друзья, всем огромный привет, с вами Виталий, добро пожаловать на мой канал, вещаю из Сакраменто, Калифорния, Соединенные Штаты Америки. В этом видео мы поделимся с вами, точнее мой сын поделится с вами своими первыми впечатлениями об американской школе. Буквально, наверное, дней 10-12 он туда ходит, и пока самые первые впечатления, эмоции и воспоминания, я думаю, будет интересно. Он вам сам их представит. Всем привет, меня зовут Тимофей, мне 9,5 лет, и я учусь в 9 классе. В 9. В 9 сказал. Я учусь в 4 классе. Скажи, до этого ты учился в каком классе? Когда мы были еще в Польше, то я учился в 3 классе, но из-за того, что в Америке все идут в школу в 6 лет, поэтому по возрасту меня взяли в 4 класс. Как у тебя английский язык? Знаешь ли ты английский язык или нет? На сегодняшний день. Вообще не знаю, не понимаю. Тем не менее, если ты ничего не понимаешь, как тебе школа, как ты ощущаешь, она тебе нравится или нет? Да, школа прикольная, классная, мне очень нравится. Ну, во-первых, где-то в 2 или в 3 раза больше территория, чем в Польше. Огромные поля, огромные площадки, там можно играть в баскетбол и в футбол. Как проходят твои уроки? Что вы делаете на уроках? Но обычно раздают какие-то листочки с всякими формами, углами, градусами. Но из-за того, что я уже не проходила эту тему в Польше, я не могу пока что ни на что отвечать. Тем более там все написано по-английски, и я ничего не понимаю. То есть тебя сильно не трогают сейчас особо? Нет, вообще. А есть ли какие-то дополнительные уроки для иностранцев, как было в Польше? Есть такое, но в Польше интересно, что в Польше это было раз в неделю, а здесь, получается, каждый день это. Тебя забирают куда-то? Да, каждый день меня куда-то забирают. Отдельный класс тоже для иностранцев, по-английски все. Перемены сколько длятся? Примерно минут 15-20. И есть одна очень длинная перемена, которая длится там часа 2,5 или 3. В Польше такого вообще не было. Там обычные перемены все длятся минут 10-15. А здесь намного дольше перемены. И вот эта одна меня реально очень удивила. И что вы делаете на этой большой перемене? на этой большой перемене мы играем, получается. Где-то, как только прозвенел звонок, мы играем где-то примерно полчаса или час. А потом, получается, начинается ланч-тайм. Все классы типа собираются на линии, которые там нарисованы, и потом каждый за другим идет. И там есть как бы столовка, и там многие ходят в столовку, а многие приносят свое и просто едят за столиками, или на полу сидят, или на бордюрках. Или... Ты где питаешься? Ты в столовке питаешься или приносишь с собой ланч? Ну, сначала я... Где-то 3 или 4 дня я пробовала еду в столовке, мне, в принципе, понравилось, но потом все-таки через несколько дней я начала опять приносить свою еду. А что там дают? Примерно какая еда там? Бургеры и пицца или нет? Мне очень там понравилась сосиска в тесте, такие мини-бургеры, булочка, котлета, плавленый сыр или что-то типа такого. Кетчуп? Кетчуп, наверное, можно там взять еще себе какие-то соусы. Еще мне понравилась курочка. Там дают классную курочку, как KFC или Наггетсы? как это. Да, наггетсы. Классно мне понравилось. Но все остальное я ел, но уже не так сильно понравилось. Там, например, какая-то как пицца, только намного больше теста, и сверху тесто, и по бокам тесто. А как какие-то бы овощи дают, соки полезные, овощи, фрукты? Дают шоколадное молоко, апельсины, киви, мандаринка. Сколько у тебя человек в классе? Сколько детей ты считал? Ну, примерно где-то 25-30. Из них мальчиков, девочек сколько? Мальчиков много, девочек много. 50 на 50 примерно, Да, да? примерно, да. Ну, афроамериканцев может быть где-то 5, 6, 4, ну, их мало. Ну, а есть у тебя в классе еще хоть кто-то русскоязычный или украиноязычный? Ни одного нету. Ни одного? Ни одного. И как ты справляешься? Тебе нормально? Ну, в принципе, нормально, да. Что ты делаешь? Ты просто вот на данном этапе сидишь и просто слушаешь пока? Ну, да. Какое отношение учительницы к тебе? Тебе уделяет время в течение дня? Ну, чуть-чуть Пытается там как-то дает с тобой? какие-то бумажки или там какие-то картонки, которые как бы написано
нарисован рисунок и подписано по-английски, и сзади этой картонки есть перевод на разные языки. И типа с левой стороны мне надо написать на русском, а с правой стороны мне надо написать на английском. Скажи, а дети, как тебя восприняли вообще, вот когда ты первый день, там, второй день приходил? То есть они пытаются с тобой как-то заговорить, как-то что-то тебе сказать, с переводчиком, например? Как-то пытаются? Как да. это выглядит? Где они печатают, пишут? На компьютерах. Меня удивило сильно, что у каждого есть свой компьютер. Каждый пытался как-то написать что-то на английском, и чтобы мне перевело, типа через переводчик на компьютерах. Оно правильно переводит или нет? И часто случались такие интересные моменты, что они мне переводят и обращаются со мной не на вы, не на ты, а на вы. Или типа, что они хотят от меня какой-то камень или что. Или когда я им писал, она переводила на английский, а потом, когда я стрелочку менял, то там выходило: я хочу пойти в суд. Или что-то такое. Да, что-то такое переводила, это было смешно. Пишете ли вы рукой? Есть ли ручки, тетради, книги? Должны ли дети с собой из дома носить тетрадки, книжки, ручки, пеналы? Либо это все есть в классе, ты подходишь, берешь все необходимое? Как это вообще выглядит? Да, меня очень все удивило, что там почти ничего не надо приносить. То есть там есть ручки, карандаши, фломастеры, все, что хочешь, и есть это в школе, в классе, и тебе не надо ничего своего приносить, не надо ничего покупать. И тетради. Тетради тоже у каждого есть свои, там под столом-то есть такие полочки. А что тогда в портфелях дети носят с собой? Что? Ну, обычно только ланчбоксы и все. И все? Да. На переменах вы на компьютерах что, играетесь? Или смотрите ютубчик? Можно ли смотреть реально ютуб на переменах с этих компьютеров или нет? Да, можно. Особенно на длинной перемене, вот это, которая долго длится. Часто дети смотрят футбол, следят за футболом, играют всякие игры, смотрят YouTube, в Майнкрафт играют, там всякие игры. Да? Да. Вау. Нет никакой нагрузки, да, по сравнению с Польшей, можно сказать. То есть Нет. вообще учебы так называемой как бы нету, да? Там есть у каждого, получается, своя книжка. Учительница говорит, то они там открывают на определенной странице, вырывают этот листочек. С книги? Да, они не пишут в книге, хотя это очень странно. Мне было бы удобнее, как в Польше, просто открыл, написал, там закрыл и это. А они вырывают листочек и пишут там с этой стороны, с другой стороны. Все уроки проходят в одном классе или вы ходите в разные классы, меняются учителя, или у вас вот одна учительница и все? Одна учительница. И один кабинет, да? Один кабинет, но учительницы, ну, обычно одна учительница. Это, я думаю, как и во всех странах, одна учительница, но там, если пошел на физкультуру или на какие-то занятия, там, техника или рисование или что-то типа такого, то тогда, конечно, меняется парень. Наша основная учительница, она как бы просто стоит или сидит в сторонке, пока проводит другая учительница урок. Физкультура как проходит? То есть вы должны перенести с собой переодевачку, да, или нет? Нет, ничего, просто выходим на улицу, и там всякие разминки, Игры в пробежка. основном, да? Да, игры, пробежка, в хоккей иногда играем. Задают ли вам домашнее задание? Домашние задания, я так понял, что никому не задают домашние задания. То есть не только тебе не задают, и также другим, да? Да. Ты думаешь, это из-за того, что пока начальные классы, начальная школа? Ну, пап, или ну, почему? ну как начальный класс? Это уже 4 класс. Ну, А когда же будут задавать детям? в основном только в классе учатся, и домой, по идее, не задают. Я не видел ни одного ученика, который брал с собой листочки, ложил их там в рюкзак или что-то другое, типа, и потом приносил их, доставал, и там все готово, или там все это. Вообще такого не было. Еще меня сильно удивило, что там именно нет такой сильной тяжелой программы или это. Ну, я бы не сказал, что тяжелая программа в Польше, там просто обычная программа. Но здесь она упрощенная. То есть там во время урока можно просто встать, выйти из класса,
взять там воду, что ты В хочешь. смысле, ребенок может встать молча, выйти или спросить разрешения? Да, просто берешь, выходишь с класса, берешь там, что тебе надо попить, или взять что-то с рюкзака, или что ты там принес и забыл, то ты просто во время урока можешь выйти за дверь и взять, что тебе То есть надо, сумки и висят вернуть. за дверью Да. ваши, да? В Польше хорошая дисциплина, и мне там все нравилось, просто здесь она упрощенная, здесь еще больше можно делать всякие... Да, но это все для игр и для гулек, так сказать, а для учебы. Становятся ли дети здесь умнее, ходя в эту школу, или не становятся, или только тупеют и все? Ну Как ты почему думаешь? тупеть? Может и учится, потому что Ну, я же получается, что говорю, на переменах ютубчик и игры, это на длинной перемене. на уроках тоже компьютер с какими-то играми, да? Не всегда, папа. Это получается, когда эта учительница задает и говорит, когда она хочет, чтобы кто-то на вопросы поотвечал и поиграл. Это вот только учительница. Нет такого, что кто-то заходит в эту программу. И я бы хотела вернуться, сейчас пойти еще в польскую школу. Ты бы хотел вернуться все-таки, да? Ну, потому что там я все-таки все понимал, все делал уроки, все было хорошо, а тут получается, что я ничего не понимаю, и нет у меня таких прям друзей. Ну это ж пока ты еще не выучил язык. А как ты возьмешь здесь язык, у тебя появятся друзья, и ты начнешь понимать и программу и так далее, то захочется ли тебе в Польшу? Это вопрос, да? Ну да. Хорошо, огромное тебе спасибо за то, что ты отвечал на вопросы, поделился своими впечатлениями. Мне было очень интересно. Спасибо всем, кто смотрел это видео. Если вам понравилось, поддержите, накидайте лайков, пожалуйста, моему сыну на это видео. Вот, и до новых встреч. Подписывайтесь на канал. Пока.